Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю студентам русского языка заговорить на русском более уверенно и естественно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк и активируйте субтитры, если они вам нужны. Давайте этим прекрасным днем поговорим о языках, а конкретно о том, что людям мешает начать их учить и делать это успешно. На сленговом русском мы это называем отмазками. Отмазка – это причина, которую человек преподносит как важную и имеющую значение. Но на деле, если разобраться, становится ясно, что это всего лишь отговорка, которую человек находит для того, чтобы не делать то, чего он не хочет делать. И это, наверное, ключевая фраза – то, чего он не хочет делать. Потому что если человек чего-то хочет, если ему это нужно, и он этого хочет, идеальная формула, тогда он не будет говорить, что у него, например, не хватает времени. Нет времени – это одна из самых распространенных отмазок, которую люди используют, когда не хотят регулярно учить язык. А регулярность – это очень важно, и об этом я уже рассказывала в другом видео, на которое тоже рекомендую взглянуть после просмотра этого видео. Мы живем в очень суетное время, когда постоянно надо куда-то бежать, что-то делать, работы куча, отдыхать тоже хочется. Я не помню, чтобы я от кого-то часто слышала: «У меня куча времени, не знаю, чем заняться». А для изучения языка время все-таки нужно. Но не обязательно каждый день его учить активно. Что это значит? Главное правило с изучением иностранного языка – проводить с ним время ежедневно и развивать как минимум пассивную составляющую. Если у вас нет времени на то, чтобы взять тетрадь, открыть книгу или онлайн-урок, записывать, учить грамматику или лексику, как раз то, что мы называем активным погружением. Можно просто слушать музыку, слушать подкасты, смотреть фильмы на русском языке. Например, во время того самого запланированного отдыха, когда вам хочется расслабиться. Да, с фильмами это не всегда настолько эффективно, если смотреть и совсем ничего не понимать. Здесь все же нужно погружение и вовлечение. Но вы можете посмотреть фильм, который вы уже видели на своем родном языке. В идеале фильм, который вы хорошо знаете и с пониманием которого у вас не возникнет сложностей. Таким образом, вы и время хорошо проведете за просмотром кино, и языком позанимаетесь. Или идете в спортзал и проводите там час, полтора, два. Не хотите слушать подкаст? Включите музыку, но на том языке, который вы учите. Опять же, позанимайтесь двумя делами одновременно. В общем, смысл в том, чтобы интегрировать иностранный язык в уже существующую рутину, найти для него время. И работать как минимум, если не на приобретение новых навыков, то хотя бы на поддержание уже имеющихся. Следующая отмазка, которую я очень часто слышу: «Я уже старый». Причем, вы сейчас тоже улыбнетесь, исходит это от людей совершенно разного возраста. От тех, кому немного за 60, от тех, кому немного за 40, и даже от тех, кому немного за 30. Всем большой привет! Понятие старости у людей довольно растяжимое. Давайте разбираться. Да, чем человек старше становится, тем ему сложнее учить иностранный язык, но лишь потому, что в отличие от ребенка, он гораздо больше лет провел с одним языком в голове. И ему сложнее приспособиться к новой системе, к новым правилам, к новому мышлению. И я бы это связала еще с ленью, подсознательной, когда человек не понимает, что он ленится, но мозг в этот момент ему говорит: да зачем нам еще один язык? Всю жизнь спокойненько живем без него, и что, плохо, что ли? И во время обучения находятся вот эти неосознанные преграды, которые мешают продвинуться дальше. А в итоге все списывается на возраст и недееспособность к языкам, потому что поезд ушел, то есть время ушло. У меня есть куча знакомых, которые начали учить язык в зрелом возрасте. И под зрелым возрастом я подразумеваю не 30 лет, а гораздо больше, раза эдак в 2. И вы думаете, у них получается хуже, чем у более молодых людей? Совершенно нет. Они могут дать фору любому, точно так же, как и каждый. Потому что изучение языка
– это очень индивидуальный процесс, и он зависит от множества факторов, но никак не от возраста. Возраст не является и не должен быть преградой, если вы хотите попробовать себя в какой-то новой области знаний и выучить русский язык или любой другой язык. Еще одна популярная отмазка – это страх. Страх любого рода, перед чем-то новым или банально выглядеть смешным. Почему не надо бояться выглядеть смешным, когда вы говорите на иностранном языке? Представьте, что вы пришли на вечеринку, а там есть человек из другой страны. Вам жутко интересно с ним поговорить, узнать о его культуре, о жизни, да и в целом просто завести новое знакомство. И тут вы узнаете, что у вас есть такая возможность, потому что этот человек говорит на вашем родном языке. Вы заводите беседу, вам невероятно интересно, но во время вашего диалога этот иностранец допускает какие-то ошибки или временами неправильно произносит слова. Вопрос: неужели вы станете над ним смеяться? Зная, что человек приложил столько усилий, чтобы выучить этот язык, и теперь спокойно, пусть и с ошибками, разговаривает на нем с вами, носителем языка, и рассказывает вам вещи, которые вы, возможно, хотели узнать уже давным-давно. Не думаю, что вы вообще будете обращать внимание на его ошибки, потому что цель этого диалога в другом. Она во взаимной коммуникации, в культурном обмене, а не в том, чтобы над кем-то посмеяться или над кем-то пошутить. Так вот, точно так же и над вами никто не будет смеяться, если вы будете допускать ошибки в русском языке и говорить что-то не совсем правильно. Конечно, бывают такие случаи, что на иностранном языке можно ляпнуть такое, что не засмеяться не получится. Но тут уже вопрос самоиронии и насколько вы умеете не принимать такие вещи на свой счет. Шутки – это же здорово, особенно когда они делаются по-доброму. Я однажды пыталась рассказать на итальянском языке, что узнала о существовании немецкого гонщика Михаэля Шумахера. И наконец-то поняла, откуда взялась фраза в русском языке, которую я слышала и использовала с детства: «ты как Шумахер». Но я не понимала, что такое «это ваш Шумахер». Это значит, что человек сделал что-то очень быстро. Так вот, когда я произнесла эту фразу, мой дорогой французский друг пошутил на тему того, что русская девчонка пытается произнести немецкое имя на итальянском. И это было очень смешно, учитывая мои попытки изобразить его с должным акцентом. А получалось не совсем то, что хотелось бы. Но что важно в таких случаях, это то, чтобы вы себя чувствовали в своей тарелке. То есть чувствовали себя комфортно и находились в благоприятной атмосфере. Потому что с хорошей компанией всегда приятно пошутить, зная, что тебя правильно поймут. Так что если у вас есть страх показаться смешным, тогда нужно поставить перед собой цель избавиться от него. А делать это лучше в окружении людей, с которыми вам комфортно и хорошо. И помнить, что над вами никогда не будет смеяться носитель, если, конечно, это здравомыслящий человек, потому что в подавляющем большинстве случаев носители восхищаются людьми, которые с нуля, да еще и будучи взрослыми, выучили их язык и могут на нем изъясняться. Если вы давно хотели начать учить иностранный язык, но что-то вам мешает, надеюсь, смогла рассеять какие-то из ваших сомнений. Я привела всего 3 отговорки, как по мне, самых распространенных, но постаралась ответить на них довольно обширно. Конечно, их гораздо больше, но главное помнить, если вы чего-то хотите, это реализуемо, а все остальное – отмазки. Пишите в комментариях, какие причины у вас находятся, чтобы не учить иностранный язык. Интересно почитать. Спасибо, что смотрели. Желаю вам всего хорошего. Пока!